Здорово, здорово, ребят. Ну чё, наваляем этому безумному мутанту, который превращается в Таро. Поехали. Нет, не новую игру. Как это новую игру? Продолжаем. Душный босс у нас, короче говоря, попался, которого никак не отмудохать. Но все впереди. Сейчас мы эту падлу расковыряем. Давай, взаимодействуй. Как говорится, соберись и разбирайся. Да, я это хочу пропустить. Это все мы видели. Падла. Понятно. Эй! Помнить бы удары еще, короче, как наносить. Но самая слабая у нее точка — это вот этот фонарик, который у нее на яйцах болтается. Вот сука. Понятно. Минус попыточка. Он задевает. Я не успеваю его задамажить нормально. Надо не забывать про щит. Не успел. Ладно, давай заряженными ударами просто стреляем в него. Так чуть-чуть безопаснее. Анимация щита, конечно, он времени тоже занимает. Вот так вот он в меня попадает. Успеет. Все. Валим. Давай похилимся. Эй, почему не отхилился? Давай так. Короче, когда прыгает, сразу щит она не ставит. Ну-ка. Ну достает, падла, блядь, с любой точки. Задолбал, а ты чё такой духу? Я не успел похилиться. До меня хилы не долетели. Лютый хрен. Блять. Странно, но я в него попал. Все, валим. Пошел очко. Кстати, по-моему, когда он об щит мой спотыкается, вроде как его немножко тормозит это дело. Как блока надо по арене просто скакать. Блять, урод. Чуть-чуть не вовремя. Бля. Ты чё такой дикий-то, а?
Вообще продохнуть не дает. Падла. Все, валим. Давай-ка мы покилимся. Все равно задевает. А ты смотри, какая сучара. Я не знаю, может быть уклонение надо. Блять. Она замедлилась, когда в плене находилась. Да ебись ты в рот, а. Давай бегом. Где он? Я его не вижу. Блять, ну естественно он будет за тобой. Просто выебывает с половины здоровья с одной подачи. Ну, в принципе, что мне тут один удар? Я не дойду до второго паза таким макаром. Вот и все. Прицелиться, то есть, когда ты натягиваешь тетиву, это занимает какое-то время, чтобы удар, у него сильный дамаг по нему прошел. Он тебя тут же лупит. Попасть этой сволочи прямо вот сюда надо. Так, все, валим. Ударов, стрел не осталось. Пока она в тлене находится, блять, пока она в тлене находится, она идет замедленно. Ёбаный урод. Получай. Все, валим. Вот тоже серьезная подача, когда он так с замахом бьет. Сука. Киляем. Где он? Плохо то, что ты иногда его просто не видишь. И начинается какой-то паника в селе. Все, валим, 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 валим. Ну, он задевает. Он в любом случае. Странно, но по идее он мне сейчас должен был задамажить как следует. Сучара. Ну, когда такой удар, это надо щиты использовать. Ёбаный Dark Souls, короче говоря. Все, пизда, он меч сломал. Он сейчас будет люто агрессивничать. Давай его хотя бы так застанем. Нет, все, он побежал. Я его не видел. Пропадает он с поля зрения, он шустрее тебя, сука. По крайней мере, шустрее твоей камеры. Лютый хрен, короче говоря. Нет, давай стрелять в меня.
Не дает нацелиться. Где он? Блять. Нет, не успею. Он далеко от меня. Все, стрелы кончились. Блять, вот как? Он просто не дает, блять, продохнуть вообще. Уебанский босс вообще. Пошел нахуй. Почему? Я вот попал вроде ему в шар этот ебучий. Где это говно? Вот опять. Я попал вроде ему. Ну, естественно, блядь, он тебе всю жизнь и высосет. Третий раз я, по-моему, этот фонарик сраный его попал. Почему дамаг не проходит? Что за хуйня? Ты только целится, блядь, у него он тут съебывает куда-то за локацию и прыгает на тебя точным ударом, блядь, сразу, просто. И выебывает нахуй тебе остатки здоровья. Ебаный урод, а? До чего он душный, блядь. Ну, вроде хвост ему куда-то запулил там, я не знаю, давай покилимся. Я его не вижу, ну да, естественно, он будет сразу же за тобой. Пиздец. На тебе, пидорас. Ну. Понятно. На все 3 удара я нарвался. Киллов у меня, так понимаю, не осталось, да? Ну давай покер его застанем, че? Да, застанил, ёпт. 2 раза на. Ой, блядь. Он просто душный, он душный, он просто, он не дает от себя даже отойти. Он всегда тебя атакует. То есть прыгаешь, не останавливаясь просто. И он все равно умудряется в тебя попасть. И это еще даже не конец игры. Все, стрелы у меня кончились, сука. Долгая анимация на щит. Стой. Да ёпта. Мне хилы, короче, успели прилететь, поэтому повезло. Повезло. Но надо держаться, короче, вообще на большом расстоянии стараться от него, но эта падла всегда тебя атакует. Даже с половины поля, где бы ты ни находился. Ах ты, блядь, ну я же попал ему в фонарь, чё за хуета? Он по идее должен был принимать урон как следует, сука.
Давай, киляемся. Ёбаная ты гнида. У него, кстати... Ай. Да, и он почти меня добил. Я вообще его потерял. Да. Он хуярит в полполя. Все, валим. Не вижу я его. Где он, блядь? Да, он тут. Естественно, он будет тут. По идее, я должен был ему вовсю попасть уже в этот фонарик сраный. Блять, урод ебаный. Где это говно? Ну, фонарик же попал. Сука, ты целишься пока, блядь, он съебывает куда-то. Опять фонарь попал, да я видел нахуй, то что он попал в фонарь. Че за херня? Все, валим. Вот опять фонарь попал. Сейчас нихуя, сейчас много прилетело. Не попал. Вот. Да, охуенно. О, сейчас чуть на это как-то. На камбушечку его не налетел. Вернее, налетел. И она у него успеть смотреть прошла. Ёбак нахуй. Блять. Он вообще просто продохнуть не дает. Ты скачешь как блоха, он просто тебя... Ну, он тебя достает в любом случае. Я хуй знаю, что с ним делать, он какой-то пизданутый вообще. Ах. Блять. Ну да, естественно. Естественно, он тебя достанет. Вот отсюда, блять, он тебя достанет. Откуда угодно. Я не успеваю нахуй от него убежать. Пиздец. Сейчас бы киллы не прилетели, я бы был покойник. Убежать от него не получится. Ёбаный урод, блядь. Все, валим, да ёб твою мать. Он точно попадает всегда в тебя. Любой удар.
Я тут замешкался, затупил, пока нацеливался. Хилов у меня, по-моему, не осталось. Как и стрел, блядь. Заебись. Сейчас он еще меч сломает, и мне труба. Да, глупое было решение начинать. Да. Он достает. Я хуй знаю, что с ним делать. Не успеваю. Не попал. Ну давай, выходи из этого тлена сраного. Блять. Я не вижу его. Странно, но почему-то по мне дамаг не прошел. Попал. Все, у меня стрелы кончились. Так, сейчас он будет, по идее... А нет, не сейчас еще. Давай, прыгай. Попал. Давай-ка мы вот так вот встанем, да? Ай-яй-яй-яй-яй, куда ты понесся-то, блядь? Дураёк. Давай, хиляемся. Илья, стратег вселенских игр. Привет, вот лайк, бро. Желаю Здорово, Илья. классного стрима. Спасибо. Где он? Не вижу. Блять, ну у меня камера тупо за ним не успевает. Блять, ну да, естественно, он тебя поймает. Сука. У меня камера за ним не успевает, он слишком быстро бежит. Так, подожди. Давай-ка попробуем мы его на этой, на клавомыши, может быть что-то изменится, и хер его знает. Давай так попробуем. Так, я понял. Удары. Угу. Слушай, ну, по-моему, на клавомыши его чуть попроще будет мочить. Надо только придрочиться. Ну, потому что ты, блядь, всю игру, как бы, ты прошел на геймпаде, и тут на тебе, блядь, тебе просто меняется управление. Сейчас я, наверное, попривыкну к этому гандону, но посмотрим. Ну, хотя бы у меня этот, как его, чуть пошустрее управление. Так, а увороты у нас чё как? Блядь, я увороты не посмотрел. Понятно. Как уворот это делать? Я не посмотрел уворота. Смотрим увороты, что делать. Не то. Чихнуть, поцеловать. Так ты о чем вообще? Так, параметры. Управление. Назначение кнопок. Да.
Целиться. Вращение. Нет, не то. Ага. Прыжок у ворот. Вот, левый контрол. Хуя себе. Давай. Ну, это неудобно, я скажу. То, что левый shift и левый контрол рядом. Да, у тебя быстрее камера стала, но у вороты гораздо неудобнее, блядь, использовать. Так. Можно, в принципе, переделать управление. Так как вариант. Попривыкнуть надо к управлению. Сложно. Ладно, попробуем. В бою, так сказать, будем привыкать. Сука. Да не то. Нет, блин, к сожалению, тяжеловато. Давай, пусть добивает этот пидор. Я путаюсь в кнопку в клавомыши, потому что надо было с начала игры привыкать. Вот же, блять, а. Чуть-чуть ему в жопу засандалил. Ай. Надо было щит, наверное, заюзать в этот момент. Ну, блядь, у меня стрел нету. Давай побегаем. Да, он туда даст побегать, точно. Сука. Давай-ка ему тлена. Опа, пошел на. Короче, надо не забывать про такую полезную, сука, вещь, как ебаные щиты. Вот пидорас. Где он? Я его не вижу. Понятно. Но он явно будет за мной. Все.
конечно, я удачно, но у меня жизни нет. Все, и стрелы кончились. Хилов тоже нет. Все, туби пизда. Блядь. Надо было выше рубить, чтобы эта падла не такая душная была. Уже поздно. Ну давайте мне стрелу-то еще. Не буду я к нему подходить близко. Пошел он в очко. Ай, блядь, ну. Я застрял. Я застрял в плену. В плену. Все, он бегать начал. Быстрей, 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 хиляем. Да ёпта, у меня хилы не прилетели. Я не успел. Сука твою мать. Не успел щит за язык. Да ёб твою мать, ты, блядь, чё такой ебанутый-то? Нахуй пошел. Ну дайте стрел. Валим. Где хилы? Все. Отлично. Да, мой щит его немного отлепляет или что-то в этом роде. Бля, молодец мне. Ну куда ж ты, блядь, носишься? Вот туда его. Прямо в бубен. Дайте стрел-то, твою мать. Ах, я не успел. Так, пока он носится, у меня не на что хилиться. Так. Есть же еще тленные стрелы, которые чуть-чуть время затормаживают. Точняк. Это что же можно заюзать? Короче, тут надо во время этого боя просто все свои возможности учитывать. Эту падлу, блядь, просто на секунду даже не отпускать из вида. Вот так вот.
Ай, ну нахрена ты, блядь, прыгнул? Короче, почему, блядь, не попадаешь? Вот туда ему. Бац. Не попал. Тихо, тихо, тихо. Вау. Он как раз там. Блять, ему хиляться не на что, да твою мать. Душный хуй. Ну да, эти стрел-то. Сука, стрел нету. А что, типа не считается? Вот, я так думаю, то что пора бы ему уже. Попал же вроде ему в этот фонарик сраный. Тихо. Странно, но, бля, где он? Ай, все, мне пизда. Ваншот. Странно. Я думал, что он меня замочит, но он не замочил со второго удара. Он тупо добил. Это была мнимая секунда, то, что я сумел пожить. Если он тебя не добил с первого раза, обязательно добьет со второго. Ну, давайте еще стрел, блядь. Нахуй, пошел. Не успел, я чик заюзать. Вали нахуй от меня. Ну, еще, блядь, стрелы, ну, твою мать. Не успел чик заюзать. Давай, кидаемся. Отлично. Пацаны, давай, мочим. Ну, тихо, ну куда ж ты, блядь, на комбо-то летишь-то, ёб твою мать.
И пиздец. Пол здоровья. На какой пол? Всех хилов у меня нету? Нету. Не угадал. Ну, типа того. Ну, естественно, он тебя своими клешнями, блядь, догонит. Все, пиздец. Ты чего он пизданутый, блядь, а? Ну, еще. Не попал. Долго щит прожимает она. Странно, я попал ему в фонарь. Вот. Прям куда-то, прям надо между ног ему целиться, я не знаю. Ну, почему так стрел мало-то, блядь? Чудеса. Ну дайте стрел-то, бляха. Долго юзал щит. Снова долго. Почему не зачитали удар? Тихо, комбо, блядь, пошло. А хули эти куколки? Так, давай, тленную стрелу. Странно, но я попал, но его не застанило почему-то. Пошел в очко. Быстрее бегом к нему. Все, валим. Ау, это было больно. Тихо, где хилы? Последний вроде бы. Да, вот он хил. Блять, ну не успели хилы прилететь, ну твою же мать, сука. То есть, когда ты юзаешь эти хилы, хотя бы секунду или полторы-две, там, я не знаю, сколько там по времени точно, они же должны до тебя еще долететь, прежде чем тебя отхилят. Но вот в итоге он тебя добивает просто, он в полете. Ну, дайте еще стрелу. Да, в него-то я точно попаду сейчас. Плохо.
в угол загоняет у меня. Не попал. Нет. Нет, 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 нет. Ну, вали ты, блядь, этого комбо, я же его не вижу, нихуя. Ёбаная уродина. Ай, блядь, как вы мне дороги. Ну, просто секунду мне прилетело. Покилиться что-то. На. Пол здоровья. И он выебывает остатки. Тупо 2 подачи и все. Мне повезло. Ну, дайте стрел. Я застрял. Короче, так как стрела у меня нету, давай покилимся. Не успел. Кстати, у него только фонарик этот начал светиться, я ему попал. Стрел нету. Так. Ай, комбо. Да ёб твою мать. Комбисты сраные, блядь. Так, ну все, киллов нету. Ай, блядь, и стрелу просрал. Ай, ну чё творится-то? Только возможностей просто. Не дает нацелиться. Вот никак. Надо в жопу хоть стрелу тебе. Где он?
Ай, последний удар, да, и он добил. Но уже чуть-чуть ему осталось, блин. Ай, удачно бы попасть ему разок. Вот в этот фонарик и было бы лучше. Куча возможностей из-за управления геймпадом, куча возможностей проебываешь нормально нацелиться. Но так как я начал не на клавомышу лобать, это моя ошибка, конечно. Две подачи пропустил. Сейчас я его попал в фонарь. Короче, попадание в фонарь. Ну, блять, стрел нету. Долго щит его. Да ебись ты, блядь, только киллы прилетели, он тебе половину, сука, сшивает. На тебе, пидорас вонючий. Все, валим, да ёб твою мать. Где это? Где хилы мои? Вот. Не вижу. Я не успел заюзать щит. Тихо, тихо, ну комбо, блядь, пошло, ну. Да, и пиздец. Тупо один удар. Ну и вот он. Вот и он. Жесть вообще. Он пизданутый. Ай. Почему так долго щит она юзает? Вот буквально секунда. Прям надо это рассчитывать время. Она поднимает щит, как примерно в Fallen Order этот меч поднимался тоже спустя какое-то время. Отсюда сложности. Если бы она его мгновенно юзала, было бы гораздо проще. Давай-ка ему. Вот так вот. Вот опять не заюзала на щит. Нажимает. Нужно хотя бы, блин, какое-то окошко на это дело. Блять. И чтобы этому гандону попадать в фонарь, это надо с геймпада уметь хедшотик. Ай, блять. Ну ёб твою мать. Все, убегаем. Да ёпта. Чё по хилам? Да, я не успел. Сука. Их юзаешь, они должны долетать до тебя. Это жесть.
Дайте стрелу-то, блядь. Стрел нету. Нету ебаных стрел. Ну хоть щит-то ты, блядь, сука, завел и вовремя. Не 5, не 6, короче. Давай, Лена. А где пацаны? Почему, блядь, не сработали? Нахуй так, блядь, тлен. Стрел нету. Нету стрел. Случайно, конечно, я ему попадаю этими стрелами. Ну, дайте стрелу-то, блядь, хоть одну. Так, давай поставим ему, да. Тихо-тихо, комбо. Ёбаный ты дурак, нахуй. Прям в очко ему. Не успел. Еще киллы есть? Блять, походу нету. Да не то ты делаешь. Да вообще не то. Да, и мне пиздец. Вот опять понты у него остаются чуть-чуть вообще, буквально ему там. Понятно. Сейчас его уже ебашим. Охуеть. Вот хер знает, то ли прыжок юзать в этот момент, то ли вот это вот хуйню, ну блять, она задерживается. Ну естественно он меня догонит. На мужика вообще с ним на ножах не получается биться. Где он? Не вижу. Блять. Сейчас стрел нету. Ну-ка давай, пацану, подключай, блядь, у меня стрел нет. Нахуй пацан. Добил, твою мать. Ай, бля. Мне бы стрел побольше, вот честно. Хотя бы из десяток. Я бы захерачил. Вообще нехуй делать. Не вижу. Да, блядь, я не вижу, что происходит.
принципе, если вовремя щит проживать, то можно даже в ближнем бою с ним что-то сделать. Я его не вижу, правда, сейчас. Твою мать. Ай, тихо, тихо, тихо. Это было больно. Где хилы? Блин, вот там. Я не добежал. Печаль. Печаль лютая. Тихо, я себя в угол загоняю. В принципе, ну вот оно окно, как бы видно, то что можно его долбануть вот так. Пацаны. Вот херово, что стрел у меня нету. Нахуй послал. И еще раз. Тихо-тихо, ну валим от комбо. Че, некуда бежать, сука. Он там сам застрял. Еще в очко ему. Догоночку. Не вижу я его. Где он? Угу. Не попал. Ай, это было больно. Ай-яй-яй-яй. Ну не под удар же. Тихо, тихо, тихо. Ну ёб твою мать. Пизду, нету его, не вижу. Ай-яй-яй-яй-яй. Твою мать. Ну вали ты нахуй оттуда. Ёбаный урод, блядь. И он такой бешеный, блядь. Не угадал ты ему дело. Ай. Ай-яй-яй. Попал сейчас фонарь. Я видел, что попал. Да, ёб твою мать. Отпускает щит, он тебя второй раз хуярит.
Гандон. Не вовремя. Стреляй. Ну, с тлена ты вали, курва. Пошел нахуй с целиком, блядь, мудила. Да ебись ты в рот. Ай, блядь. Через блок он пробивает, он что-то доснуть. Блок не работает. Ну, чуть-чуть он слотит. Давай-ка пацанов туда, да. Шакал ебучий. Тихо, комбо. Валим с этого комбо. Не угадал. Не угадал. Ай-яй-яй-яй, ну куда ж ты? Надо станить эту мразь как-то. О, блядь, почему не станет? Я не вижу его. Ну, плохо. Блять, ему последний удар остался. Все? На всякий случай. Ух. Ебать. Знаете, в очко. Надеюсь, он меня не убьет этим.
Жесть, короче, я с ним примерно полтора часа я с ним бился. Жопа. Лютый, короче, самец, блядь. Лицы, я не знаю. Он очень жесткий босс. Так, давай качнем там, я не знаю. Раз дали тут всяких ништяков. Так, это открыто. Что у нас? Угу. Парируйте атаку, то получите тлетное действие. Как это работает? Ага. Нет, пизду. 5 стрел. Надо 5 стрел по-любому. Это важная херня. Тут ничего больше взять, заюзать, нет? Да вряд ли, конечно. Давай потрещим. Кто такой? А, это второй есть. Урод, блядь, сколько он крови попил вообще. Болезнь, унесшая наших родителей, разнеслась по всей деревне. Духи леса, сопровождайте наш народ. Направляйте их на трудном пути к горному храму. У меня аж пальцы заболели, блядь, от геймпада. Еды оставалось мало, и все были напуганы. Никогда раньше я не чувствовал себя таким беспомощным. Сая хотела остаться, но я подумал, что можно пойти к Русу и попросить что-то там, убежище, по-моему. Я был так уверен, что он будет знать, что делать. В лесу что-то было не так. А Рус, наверное, не помог ни хера. Отшил. Я никогда раньше не видел Русу таким обеспокоенным. Он отослал нас обратно в деревню, и я понял, что мы совсем не одни. У Бенни и Саи остался только я. Я должен был их защищать. Конфеты такие странные. Ну, это печенье, наверное, да? Да, это печенье. Я думал, они кафе жрут. Он их кинул и ушел в лес. Ричард, 1080 часть. Здорово. Здорово. Добрый день также. Что-то это произошло там? Ричард, 1080 часть. Я успел на стрим. Да, успел. Я тут час мудохал этого Таро. Ричард, 1080 часть. Людей, конечно, много. А сейчас обед. Наверное, все на работах. Еще что-нибудь. Ричард, 1080 часть. Я знаю. Это друг Максим. Я ему на душу вышибло просто. Взрыв в горном храме покрыл земли мглой. В смысле бот, Максим? Проговаривает этот, как его, чат? Ты про это? А нет, нет! Ричард, 1080 часть. Я эту игру тоже начал проходить. Ну, плотом заброс. Да не, Сая, вы где? Игра сложная. Я вот сейчас 1,5 часа мудохал этого, блин, Таро. Это только середина игры. Боссы сложные. Ричард, 1080 часть. Да бот озвучивает сообщение. У меня также стоит. Я для чата пользуюсь программой Шипчат, называется. Ну там разные голоса можно поставить. Мгла продержалась много дней, и я искал их везде, где мог. Я был их старшим братом, но мне лежала обязанность их защитить.
А, понятно, что за фигурки. Это типа малые между ними, ну, он и малые. Даже теперь мне трудно себя простить. Таро. Дети знают, как глубоко ты их любил. То, что случилось в деревне, не твоя вина. Ты навсегда останешься их старшим братом, и ты им все еще нужен. Ну, такое себе, конечно, завязочка. Ну, в принципе, это типа а-ля детский должен быть сюжет, сказка все-таки. Правда, вот тут боссы вообще не детские. Кена, прости. Мы не можем отвести тебя к горному храму. Они ее обманули. Наебали детишечка. Все хорошо. Теперь тебе надо уйти. Вали отсюда, блядь. У нее на руке какие-то штуки, вот на запястье. Как в Биошоке было. Это лютая энергия синяя. Все, масочку напялили. Малых освободили. Точнее, Таро освободили, к малым привели. Я представляю, что там за финальный босс будет. Если с этим пришлось так мудохаться. Дерево исчезло, да? Почтите Таро. Вернитесь в храм масок, чтобы почтить Таро. А это так, доступна новая шляпа для Тленыши. Медитировать, да? Давай, конечно. Здоровье хоть пополнить. Побольше, точнее, сделать. О, добре. По идее, в этой части карты уже все. Типа, тут тлена больше не будет. Ну, тлена и так далее. Заданий никаких. Сейчас мы, получается, будем двигаться на северо-запад. Туда, наверное, в ту сторону. Там, где вторая маска. С драконом, по-моему, была. Ну, короче, сейчас в деревню стопудово надо будет вернуться. Так, все, завершаем медитацию. В деревню сейчас надо будет вернуться. И там, скорее всего, будет уже пояснение. Так, вот здесь вот тлен пропал. Может быть, посмотрим, вдруг какие ништяки тут есть. Вдруг малые запрятаны или еще что-то. Нет. Ладно. Вот, кстати, я считаю, что неплохо выбивает из колеи та фигня, то что ты сначала бежишь такой ля-ля-ля, все красочно, спокойно и легко проходится там. Головоломочки небольшие, все вроде так, ну, ничего сложного ты не находишь. А потом тебе бац, резко повышает сложность, тебя валят с одного, там, 3 ударов, короче, и ты покойник. И это жестко выбивает, скажем так, из колеи. Если бы вся игра полностью, ну, равномерно была бы сложная, было бы одно дело, но тут несколько иначе получается. Сначала легко-легко, потом резко у тебя пум, градус сложности, ну, я не знаю, вырастает максимально, и потом резко вниз падает. Вот сейчас как бы, вот, то есть, ты когда бежишь, допустим, там, секира, что там у нас еще? Так, да, вот мне сюда. Допустим, бежишь ты к секира, там, Dark Souls, у тебя постоянно держат напряжение, из-за коки тебя держат и не отпускают от сложности. Ты как бы постоянно сложно, а тут, короче, сначала просто-просто, потом сложно, потом опять просто-просто. И это вот тяжеловато, наверное, блин, воспринимается. Так, вот пойдем сюда, попробуем вот это испытание это пройти.
смысле, блядь? Ты чё его не убиваешь-то? О, прям сюда ему. Убудем. 10 врагов. 30 секунд, да хрен его знает. Долго я что-то проводился, я думал. Так, давай, 17. Все, я прошел? Прошел. Ну вот, качнулся и прошел. Серьезно? Просто чтобы мне в очко засыпали еще 500 кристаллов? Да, ну испытание. 30 врагов, еще лучше. Ну понятно. Расклад тоже, мне скорее всего за это дело малого дадут. Раз уж сундук такой здоровый. Появляйтесь побыстрее. Так удобнее меня разматывать. У нас какой-то мега удар, наверное, качнуть будет. Давай, бегом, 9 секунд. Не, я не успею. 6 врагов, 5 секунд, нет. Так не пойдет. Где? Не вижу. Не вижу. А где все-то? Я что, замочил? Это было случайно, кстати. В смысле? Нет, я больше не хочу это проходить. А, у меня, ну, понятно, у меня время вышло. Я думал, что случайно то, что я это прошел. Но нет, я случайно это не прошел. Ну давай пусть добивает в очко. Двинутое испытание. Нахер. Но в этом сундуке или шапочка дебильная, или просто малый хиль. Что, скорее всего, второе. Поэтому. Пусть они там улюлюкают себе. Нахер, пошли дальше. Мне сейчас, наверное, вон там по прямой дадут маску, да? Я так понимаю. И дадут маску вот эту. Вот такую. У меня еще не открыты способности взрывать какие-то камни. Да, 4-я способность не открыта. Ну, здесь, наверное, тоже скверную эту надо будет разрушить. По карте. Да, все правильно. Сюда идем. Сейчас этот старикашка даст мне маску какую-то. Давай. Теперь Таро покоится вместе с братом и сестрой. Думаю, порча в лесу тоже исчезла. Я знаю, что для Бенни и Сая настало время уйти со своим братом, но без них лес будет уже не тот. Мы встраиваем связь с духами. Выстраиваем связь с духами, которым мы помогаем. И это естественно. Мы отдаем частицу самих себя, когда они уходят. Но связь все еще остается. Путь проводника духов – путь одиночества. Если ты желаешь дойти до горного храма, тебе еще придется потрудиться. В нашей деревне жила удивительная женщина, искусный плотник. Она создала множество изумительных вещей. Поищи ее беспокойный дух в полях за амбаром. Вторая маска. Маска Адиры.
Помогите плотнику, поищите плотника в полях за амбаром. Ясно. Нет, подожди, ну да вставай ты, ну вставай. Женщина, хватит. Чуть-чуть сразу на карты. Действие. Подожди, а маска? А маска у нас что? Это лисья, по-моему, да? А вниз не работает. Я между масками, видимо, никак не могу переключаться. Вот фиолетовая эта штука, когда сработает, интересно мне знать. Тут не показывается вообще какая маска. Ну давай по карте. По карте это вообще вот сюда. Найти надо на синий кружок. Скорее всего, все вот это вот, судя по всему, по карте судя, вот все действия закончатся вот здесь. Карта, я думаю, даже сюда вот не продвинется никак. Хотя, пес его знает. Пойдем. Здорово, дед. Ну, какие-то способности должны будут, да. Еще одну. Надеть маску, ну. Алисия маска уже просто ее нету, скорее всего. Ну, типа, от нее смысла никакого. Деревня в 2 раза больше стала. Угу. Куда идти-то? Давай в домик вот в этот первый пойдем. Тут мы сейчас малых должны насобирать по-любому. Кристаллики в очко. Не повредят. Так, наверху. Тут ни фонарей, ничего такого. Вроде ничего не мигает. Ну, пустоватенький какой-то дом. Ок. Так, здесь у нас как-то надо эту штуку активировать. Должен шарик где-то быть неподалеку. И вот это надо взорвать. Пойдем по бабкиному огороду потопчемся. Во-во-во. Тихо, мужик. Подожди, это что у нас? Типа первый босс такой же чувак? Походу. Так, давай сначала с летучими. Вот так вот. Дайте стрел, блин. Как обычно, стрел нету. Я вообще запутался. Да, блядь, ну нахуй ты упала-то. И все заново. Ну вот, Тодер, да, нет, подождем, пока здоровье восстановится. Давай. Стрел нету ни хера. Ну что там турбоги, блин, восстанавливаются, мне интересно. Не угадал. А теперь попал.
Ну, сейчас, наверное, в порядке вещей будут такие рядовые мобы. Блядь, ну куда ж ты? Сука. Она падает с этого, блядь. И все. Я хоть добиваю. Она падает, короче говоря, с этого огорода вонючего. Падает в воду, и он заново, его мудохать приходится. Ай, блядь. Догнал. Ёб твою мать, пиздец, даже мобы валят. Макс Ланг. Привет. Здорово, Макс. Это тут пиздец. Народ этого прошел. Я его 1,5 часа мудохал. Второй прошелся, даже видовые мобы валят. Я просто вот туда вот в воду падаю, прикинь, и все. И пиздец. И они заново появляются. Все, валим. Стрелка осталась. Пиздос. Тихо. Главное в реку не пиздануться, а то заново. Макс Ланг. Потом страдания в записи гляну. Вот так вот. Бац. Вспомнил, это же у нас то ли первый босс, то ли второй он был. По-моему, да, это первый босс, по-моему, самый. То есть первый босс, это теперь моб рядовой. Обычная гнида, это теперь рядовой. Нет, первый босс, это теперь обычная гнида. Тихо, ну, блядь, ну. Я в текстурах потерялся. Зато он, блядь, нихуя не потерялся. Пиздец. Это как вообще? Что-то вторая половина деревни, походу, гораздо жестче даже. На этом пятаке его надо разъебать. Точно, его же достанет надо. Только у меня обстрел нет. Сука. Пошли-ка, ну-ка, давай шарик этот возьмем. Где он? Куда его? Ну я взял шарик. Шарик-то я взял. Вот, кстати, куда ему нужно было стрелять. Пиздец, а он не слишком ли борзый для рядового моба?
Охуеть. Сейчас еще подача, и я подох. Блять. Ну какого хуя надо было туда это деревянное говно ставить-то, ёпта. Короче, это превращается реально в Dark Souls. Souls-like, блять. О. Кстати. Нет, а через камень? Странно, он одной атакой пробивает этот камень, а во второй не попадает. Он застрял, кстати. Короче, камень это как вариант. Макслов. Хорошая игра и боссы веселые. Да. Хороший тамада и конкурсы, блять, интересно. Короче, я понял, как его наебать можно. Его можно наебать с помощью, короче, вот этого камня. Его глючит. Ну, и меня как бы тоже. Бляха. Он застревает в этом камне. Блять. Это рядовой моб, который раньше боссом был. Непростым причем боссом. Только там арена была побольше. И сейчас стоит упасть вот это вот в речку, нахуй, тебе пиздец. Заново проходи. Давайте вылезайте со своего говна. Хотя подожди. А так вот получится? Нет, надо, чтобы они именно появились. Отстой. Макс, еще бы сквозь текстуры не... Че еще бы? А, да. Он попадает, когда ему это удобно. Блять, он на обратке меня взял. Он попал тут. Так, давай. Сейчас, по идее, я должен его пройти. Стрелы кончаются. Давай-ка подальше. На обратке попал, вот сучара вонючая. Да вот хуй тебе, гнида. Ай, блядь, я не попал. Угу. Хер тебе в рыло, сраный урод. Стрел опять нету. Чуть. Я ему куда-то в желтую его петушку попал. Ну дайте стрелу-то, блядь. Восстанавливаются они просто 10 лет. Сейчас эту гниду заебашу. По-любому. Ай-яй-яй-яй. Валим камни. Ну, блядь, ты запрыгнешь, нет?
Не угадал ты, мужик. Наконец. С какого, наверное, с попытки, наверное, 6-й, да, его прошел мы. Жопа. Так, погнали, Тленом на шуршин сначала. Кинопредира. Ты в ночь сегодня. Пойду огород копать. Да, я сегодня в ночь. Бля, у меня Тлен застрял. Сегодня в ночь на работу. А завтра будем юзать 3-й резидент. Серьезно, кристаллы просто. А где малые? Почему малых не дают давненько? Так, вот это надо как-то расхерачить. Наверное. Применить Тлен, да. Ну тут малого не будет. Просто поднять и все. А нет. Кинопредира. Смотри-ка. Тогда ложись спать. Не, я уже выспался. Я проснулся что-то часов в 12, по-моему. Мне уже больше не уснуть. И ночью спать не получится, вот в чем засада. Так, надо понять, как вообще эта деревня устроена. Чтобы спокойно тут уже носиться. Это, по-моему, Тленом не разбить. Ну, давай попробуем. Тлен, ну-ка иди сюда. Не прокатит. Тут надо что-то другое делать. Что надо? Как эту стенку расхерачить? Может быть, туда вот как-то попробовать смотаться. Эти камни надо взорвать по-любому. А это начало вообще деревни. Так, что мы можем сделать вообще тут? Это взорвать. Вот здесь что? Пойдем посмотрим, что это за колесо вообще. Нахрен оно надо? Сундучок какой-то. Точнее, горшочек. Ну, так. Немножко побольше. Вот, тихо. Что-то там есть. Снова кристаллы. Кристаллы. Бесполезные. Так, там вообще он на 3-й этаж куда-то ведет. Вот, пацаны, фас. Так. Ага, это, короче... А нет, подожди. Это не то. В смысле, они мне выйти не дают? Уебаные мелкие, она почему-то в них застряла. Так, давай посмотрим. Посмотрим, что на 3-м. Тоже что-то все запутано. Поменьше-то локацию, не вариант. Допустим. Так, вниз никак. Тихо. Спокойно. Что-то она в этих малых запуталась, да. Они под ногами мешаются. Ага, по заданию-то что? Куда? Помогите плотнику. Но мы, наверное, к этому плотнику-то и идем, я так понимаю.
И он даст нам, наверное, какую-то плюшку, чтобы было хорошо. Ну, типа апгрейда, короче. Может быть, на лодке даже сюда довезет. Но мне до него пока не добраться явно. Или хотя бы не так. Ясно. Довольно-таки запутанная деревушка. Теперь. Победите врагов. 2 штуки. О, понятно. Это вряд ли, конечно. С учетом того, что одна падла хилится, а вторая тебя еще лупить будет. Ну и куда он исчез? Да, отлично. Да, пошли вы нахуй со своими испытаниями. Вот я что думаю. Так, ну погнали туда вперед. Мне ж заново... Нет, заново хотя бы, слава богу, зачищать это говно не надо. Так, направо я... Ой, налево я сходил. В середину туда тоже не попасть. Пошли прямо. Вот это вот тлена можно разбить. Там какой-то мост. А че этот тлен не прыгает? Ну да, он-то прыгнет. Пошли так, в обход. По-мудацки. Нет, почему-то он его не разбивает. Ладно. Тут как-то надо по-другому действовать. И вот стрелять ту штуку надо. Возможно, заряженной стрелой. Хотя... Ладно. Не знаю. Еще сова. Это вторая. А куда их применять-то? Туда, наверное, вон там, где большие ворота. Тут она может плавать. Но я в этом смысла пока не вижу. Туда нырять, там ничего вроде нет такого. Так. Куда-то эту сову надо применить. 2 штуки. Да, скорее всего, через мост их надо тащить. И нихера. Давай встанем, долбанем этим, как его, щитом. Может, что-то изменится. Ок. Ну, возможно, надо будет туда пройти сначала. Так, давай-ка вот сюда сбегаем. Посмотрим, что тут. Сундучок тоже уже не дрешу. Шапочка. Шапочка в виде кошака. Эй, я не долетел. Ну-ка. Возле мостов примерно такие же круглые штуки. Может быть, пригодится. Так, ну и все, в принципе. Тут у мост здесь не дают пройти никак.
И тут тоже. Тут вот мост еще один, тут спуск. Угу. Тут никак. Вот совы. Так, ну давай тогда. Давайте иксов тогда распихаем. There. Пацаны. Тащи сюда. Тихо, не сюда, вот сюда. А это считается за сову? Или они не смогут поднять? Вот это вот, нет, они вот это не возьмут. Она потому что на этом, на возвышенности. Так, давай за второй. Вторая вот тут. Пацаны, пас. Надо ближе. Go. Че, двигать объект. Так. Потом сюда. Сюда. По-любому где-то должна быть прямо рядом третья. Может в огороде валяется, хрен его знает. Две есть. Давай третью искать. Помедленнее пробежаться. Хотя она может быть где-нибудь и в другом месте валяться. Это запросто. Вон третья сова. Пацаны, Over there. подняли, понесли. Грузчик, грузчик. Парень работящий. Грузчик, грузчик. Груз берет и тащит. Сейчас, может, совы что-то откроют, либо малого дадут за них. Тащите, тащите. Все, поставили. И чего? Динозавр. Доступна новая шляпа. Да, 3 совы, короче, просто вот за шляпу дали. Ок, понятно. Тут по костылям тоже, чтобы, ну, точнее, вот с этим шариком ничего такого ты не сделаешь. Реально. К этому домику можно попасть, по-моему, только с помощью моста. Погоди, давай-ка сбегаем вот сюда. Да, тут вообще, по-моему, не попасть. С этой части деревни вообще ни хрена, по-моему. Хотя вот, смотри, какой-то прохожий. Да, он раньше здесь был открытый. Точнее, закрыт. Угу. Короче, чтобы сюда попасть, надо из леса что-то притащить, какое-то сообщение. Вот, там вижу сундучок Over there. и ящик. Кристаллов повалили. Я понял. Так, там у нас двинутое испытание. За 30 секунд всех развалить. 30 человек. То есть на каждого по секунде. Как-то так. Ладно, пойдем тогда. Вот сюда еще пройдемся. Вот в ту степь. Поднимаясь по этим. По ступенькам наверх, вот где дерево. Может быть, там еще какие-то ходы я не заюзал. Но скорее всего мне вот просто вот в эту большую дверь.
Там, где я ее открывал, ну так, чисто осмотреться, почему бы нет. Понятно, этот мост так чисто опускается, соединяет, получается, ту локацию и вот эту. Вот это что? О, малой почему-то появился. Как я вовремя заметил этого маленького гондончика. 36-й. Ну да, их еще прилично тут собирать. Интересно, лимит какой-то есть на пацанов? Да, тут испытание бешеное тоже. Сюда опять фиолетовый. Фиолетовый я пока стенки вообще не скрывал. Без понятия, как это делается. Тут закрыто. Тут тоже надо с леса что-то притащить. Ну, с леса или с какого-то еще. Макс Лонг. А ты говорил 15. Да. Тут их, блин, вон 65 где-то надо, можно надыбать. Не знаю. С такими испытаниями, типа убить 30 человек за 30 секунд, я не знаю. $65 я, наверное, вряд ли соберу. Ладно, чем богатый, как говорится. Макс Лонг. Может и 120, ахаха. Может быть. Кинопредира. Я вчера доработал третью смену по 12 ч. Сегодня словно чумной. Вчера чекушка выпил, а сегодня отдыхаю и думаю. По поводу чего ты думаешь? О, я колесо запустил одно. Тихо, а что это такое? Угу. Короче, это кристаллы в попец дают. Допустим. Постреляем. Все? Вроде все. Нет, еще одно. Так, теперь все. Запутано. Запутано как-то, по-моему. А, подожди, я, получается, кругаля навернул. Чё к чему? Ладно. Просто пошли вперед. Примерно на желтый шарик надо. Кинопредира. По поводу всего работы и алкоголя того прошлого. Ну, согласен, да, есть над чем задуматься лишний раз. Так, вот туда вот, проход. Проход, короче, топаем. Я запутался уже, как эта деревня, из чего состоит. Точнее, куда, чё, к чему ведет. Пошли так. Куда-то. Это у них такой, я так понимаю, рынок местный. С хачами и прибаутками. Угу. И я по кругу. Остров-то круговой получается. По кругу ты носишься. Это центральный типа дом. Курить не могу, короче, примерно как это тут все расположено. Так, вот если отсюда ты бежишь, получается. Вот это вот надо все взрывать, скорее всего, либо очищать как-то от скверны этой.
Там еще колесо. Здесь ты, получается, обходишь... ну, наверх можно подняться и так далее. Понятно. Давай тогда вот в эту сторону двинем. Все-таки, скорее всего, мне только в большие ворота, больше я туда выхода не вижу. Где у нас точка этого фаст-тревела? Здесь я, получается, вот с этим боссом тут бился. Вот тут мост. Как-то его можно опускать. Но он опустится, если я только с другой стороны в него стрельну чем-то. Что-то такое должно дать, чтобы я мог стрелять и опускать мосты. Ладно, потопали, короче, туда. Тихо. Карта. Ну да. Я сейчас где-то вот тут окажусь, по идее. Пройдя это подземелье. А по квесту мне какому-то плотнику надо. Трудовику надо. В гости. Так. А вот это, я так понимаю, открывает эти ворота. Фонари. Они прям как это. Так холод работает у нас. Чик-чик в разные стороны сразу засветились. Возможно, здесь сейчас еще тоже какой-то босс будет. Вот это можно взорвать. Когда дадут бомбы. Вот это тоже можно взорвать. Тут у нас... Кинопредира. Под ногами у тебя грибы-негры. Да, это тлен называется. Сморчки. Так, ну давай. Ну. Это Агида, по-моему, да? Тебе потребуется больше силы, чтобы сдвинуть эту дверь. Здесь очень давно не текла энергия. Земля начала исцеляться. Это твоя работа? Меня зовут Кена. Я помогла Бенни и Сае освободить дух Таро. Я иду помочь плотнику. Ты ее знаешь? Да, я знаю Адиру. Это я. Она была замечательным плотником. Мы вместе с ней нашли способ собирать энергию, текущую из горного храма. Она верила, что мы сумеем овладеть всеми богатствами нашей земли, чтобы деревня там что-то могла. Увы, эта мечта рассеялась давным-давно. Мы встретились лишь сейчас, но я уже вижу, что ты тесно связана с владениями духов. В тебе есть та же энергия, что строится через эти корни. Наверное, именно поэтому тебя привлекло это место. Блять, как Сабзира делает. Если ты сосредоточишься, то сумеешь собрать эту энергию. Get over here. Сабзира также, короче, у нас эти ледяные шарики бутил. Член с пипенцами, да, член с пипенцами. Твоя бомба сможет вновь напитать энергией все старые механизмы в округе. Нам нужно починить силовые механизмы, чтобы открыть проход. Погляди там, наверху, может быть тебе удастся их запустить. Так, удерживая ЛТ, нажимай отпустить РБ, чтобы швырнуть бомбу. Бомба недолго подбрасывает некоторые объекты в воздух. А, вверх, короче, да? Ишь ты. И чё?
Она со временем, короче, да, как-то это делает. Тут же малой сидит. Подожди. Допустим. Нет. Не пойму, как это работает. Кинопредира. Ха-ха, Субзира. Допустим. Вот. Вот как надо. «37. 37-й пиздюк на месте. Можно еще как-то камень этот заюзать. Ну, допустим. И что это дает? На эти предметы никак не облокотиться, ничего, короче. Кинопредира. Игра напоминает немного Фабли, чем то. Поебал. Ну, может быть, рисовкой, да, наверное. Почему бы нет? Рисовка немножко, наверное, похожа. Но вот геймплеем она похожа на Dark Souls и Зельду. Как ни странно. Так, и тут чего? Что это дает? А, понятно. Ай, не успею. О. Кристаллы, короче, можно пособирать. Понятно, зачем эти камушки тут висят. Просто чтобы в них можно было пострелять. О, сюда можно попасть. То есть их, короче, еще и вращать можно. Понятненько. Что геморроя добавилось побольше. Ну, тут же еще элементы Metroidvania, про которые не надо забывать. Главное, пиздюков мелких не пропустить нигде. Ай-яй, надо было не прыгать. Заебись, я скаканул прямо к боссу. Охуенно. А, и все, что ли? Это не босс, кстати. Блять. Тихо, дайте нацелиться на этих мудаков. Ну да. Да ёпты. Они шустрые. Двоих, наверное, вряд ли, да, так можно будет заюзать. Нет, смотри как, на второго тоже подействовало. А можно мобу хватит, нет? Пидор гнойный, а? А его только стрелами мочи. Они множатся еще, что ли? Пиздос вообще. Ай, блядь. Каждая стычка с боссами доставляет неимоверное, блядь, впечатление. Какими с боссами? С мобами? Подожди, давай сюда пока не пойдем.
Вот тут у нас еще какие-то камни есть. Первый камень. Если в него стрельнуть, то, наверное... Слушай, да можно. А вдруг, да? Давай их посмотрим. Нет, походу эти не крутятся никак. Сейчас мы под разными ракурсами на них посмотрим. Что-то светится вот тут. Что это такое? Какая-то хуйня. Так, ну наверх. Наверху тут я был. Давай сюда. И чё? Куда дальше-то? А, там еще один камень. Понятно, надо дважды это заюзать. Но сейчас я, наверное, не успею уже. Они просто исчезли, ну, блядь, я еще не долетел. Сейчас они, короче говоря, одновременно упадут. О, добрали. Это что тут у нас светится такое? Просто, наверное, фонарик, да? Это, наверное, тлен надо тут размочить. Давай, вылезайте все сюда. Понеслось. Допустим. Угу. Так, вот давай теперь в эту сторону сбегаем. Вот. Так, чисто. Горшочек. Смотрим, что в доме есть. По-моему, просто шапка, да, вот это? А, почта духа. Это одна из то, что там в деревне. Их всего в деревне 2 штуки я увидел. Подожди, сундук, вот он, блестел. Пацаны, фас. Можно, кстати, что-то качнуть. Ой, вот это вот что у нас? Урон от бомбы повышается, если Кена подстрелит бомбу до того, как она взорвется сама. Да, давай качнем, что делать. Пока с бомбами что-то как-то маловато. Во-первых, у меня одна бомба. Во-вторых, урон от нее такой себе. Поэтому побольше. Туда еще, кстати, можно сходить. Так, подожди. Можно вот туда пробраться. Откуда я пришел вообще? А, ну я сверху пришел. Да? Да, я пришел сверху. По краешку. Все есть. Пацаны, пас. Ходов тут на самом деле только вот в этой вот локации уже до хрена становится. Зашел в пещерку. Ага, надо ниже. Нет, не ниже. Я до туда не долечу. Видимо, нет.
Так, давай еще. Вот туда можно. Снова кристаллы и больше ни хрена. Да. А, не все сразу поднимаются камни. Блять. Ну, одни падают, вторые поднимаются. И ты с этих падаешь тоже. Не, какая-то хуйня. Надо, короче, надо этим по очереди заниматься. Так. Я пока не могу привыкнуть, то что ты сначала кидаешь эту хуйню. Да ёпта. Ну, запрыгни ты. Бесит. Максло, Ой, блядь. встань на балкончик и оттуда забей на дверь. Да, наверное, так и придется сделать. Неужели? Я сначала выпускаю стрелу по привычке, а потом уже... А, понятно. Пострелять надо. Собрать из этого пазла зачем? Отлично. И чё? Ага. Неплохо. Остался всего один. Короче, открывая эти камни, да? Значит, должен быть второй камень. А второй камень как раз где у нас мобы тусуются. Вот эти вот непроходимые. Я понял. Я понял, мне надо вот туда. Тут надо просто вот привыкнуть к этой механике, то что ты сначала швыряешь бомбу, подстреливаешь ее и начинаешь уже потом всякие деяния совершать. Так, с этой стороны я, получается, пробежался и все сделал. Подожди, еще. Нет, не здесь. Вот еще камень какой-то. Он что-то дает. Какой-то ход куда-то. Так. Нужно, короче, получается, вот с этой платформы перевернуть этот камень и потом туда только допрыгнуть. Ну вы, блядь, даете. Сука. Она еще и сдохла, блядь, от этих камней. Блин, надеюсь, это говно там с этими пирамидками, да, засчитали, слава богу. Мудацкая хреновина. Я вот не знаю, надеюсь, просто тупую шапочку не дадут вот в этом сундучке. Очень на это надеюсь.
Ну, блядь. Чего не долетела? Конец. Да. Ну там уже выход. Все, пизду. Пошли с этими мобами мудохаться. Go get it. Кристаллы все наваливают, нахрен они нужны. Срались пистолет. Все, погнали к этим мобам. Почему бы здесь не сохраниться? Кстати, да, вот почему они появляются. Надо вот это говно сначала разрушить. А я не помню, как это работает. Ну. Ну, почему бомба-то не срабатывает? А, потому что я странную стрелу зарядил. Совсем забыл, как эти цветки мочить. Может, потом должно открыться. О, открылась. Надо побольше. Надо, чтобы у меня от этого заряд был. Желтый этот кружок. Ой, вы меня не догоните. Да, но эти пидоры быстрее, конечно. Хоть пчелу-то в одну эту ебучую попаду, нет? Конец. Вот. Один респаун мы загасили. Попупа, ребята. Все. Минус пчела, блять, и минус здоровье. Да ёпта. Заебали атаковать. По идее бы надо мне покилиться. Ну их нахер, не хочу проходить заново. И вдвоем, кстати, раскукурузила. Все, до свидания. Пока они не вылезли, надо тленом долбануть. А, ну он бы и так сработал. Все. Ну, уже более-менее что-то попривычнее. Что-то вырисовывается с этими бомбами получше. Кстати, может быть сюда куда-то можно запрыгнуть? О, да, и можно. Тут у нас сундучок, малый, да, может быть где-то. Да, вот малый.
кстати, я вот еще один момент вспомнил. Там, где у нас можно взрыв этот применить. Прыгать надо. Какой-то, блядь, принц Персии прям. Ну давай сначала сюда. Допустим. Есть там один моментик, короче, где можно горы взорвать. Ага. Упс, не попал. Так. Отсюда-то мне как добраться? Вот на этот маленький камень прыгнуть? Нет. Быстрей. Все, успел. Вон там вот. Да-да-да. Стой, но у меня там бомба не долетает до туда. Да, при всем желании. Короче, сначала надо бомбу швырнуть, и вот с этой платформы. С этой платформы только она достанет до вот этого говна. Вот, наконец. Во-во-во, ништяк. Чё? Просто стрел мало. Это у нас короткий путь, который был закрыт. Угу. Вот тут надо пирамидку эту собрать. Погоди, с пирамидками. Игра что-то подвисает опять. Почему-то она периодически подвисает. Чё камни? Чтобы что? Это проход такой. Я понял. Это за хрень. Тут какая-то другая фигня, опять фиолетовый знак. Что эти фиолетовые знаки делают, я не знаю. Пока с ними никак взаимодействовать не учили. Это уже получается... Я знаю, какой по счету, короче, но... Такой уже встречался фиолетовый знак в одной куче. Собрал? Да, собрал. Вот так, готово. Спустись сюда и попробуй открыть дверь. Я вот думаю, может быть, рановато еще так делать. Ну вот я как раз к этому плотнику сейчас пойду. Но давай-ка мы слетаем и там в деревушке немножко пошерстим с этой способностью.
Есть там одно место, куда хотелось бы сходить, чтобы ничего не пропустить. Конечно, это можно там фаст-тревелом замутить, потом уже. Но если есть возможность, почему бы нет? Открывайся. Ага. Так, деревня. В деревне у нас есть возможность открыть. Даже вот не тут. Вот здесь у нас что-то есть. Это что за камень? Нет. Это не тот камень. Да, когда отсюда выходит, то по идее вообще, ну тут, вот еще один какой-то камень. Что дает? Просто кристалл его и малого собрал. Не зря вернулся тоже. 39. Не густо. Ну, было бы прикольно, если бы они собирались у одного мега малого и могли бы разматывать прям конкретно. Так, у нас вот здесь где-то надо вспоминать, где у нас был проход. Вот. Давай сюда тогда. Не то. Вот где-то тут, что ли. Нет, вот она гора. Как-то до туда надо добраться. А вот туда давай посмотрим. Нет. Пускай это хоть немножко, ну, как бы подольше времени, ну, обойдется, но есть же вариант собрать малых побольше, чтобы потом во время босса сложного в жопу не залезть. Так. Значит, это не та гора. О. А почему? Ну давай сюда сходим. Я тут тоже не был. Тлен давай расхерачим. Все же нет-то. Угу. Прилично тут народ. Угу. Ну неплохая, слушай, способность. Прям всю толпу можно разматывать. Так, вот еще нарисовались ребят. Да, их можно и бомбой юзать. Вот так вот добиваем. И все. Но музыка не закончилась. Потому что он один потерялся. Тихо, тихо.
Я застрял. Дайте стрел мне. Она так-то, в принципе, сама взорвется. Угу. Ну ок. Поинтереснее воевка стала теперь. Соответственно, ты можешь всякую штуку применять, как бы. Опа. Раз, два, три. И чё у меня за это будет? Какой-то салютик просто вылетел. Я не знаю, что мне за это дали. Ну и хрен с ним. Сундучок. Сундучок с кристальчиками. Ну и все, в принципе, да. Так, у нас можно вот этот дом обойти. С двух сторон. Я так понимаю, то, что фиолетовые штуки потом дадут как-то открывать возможность. Вот эти вот фиолетовые. Пока ничего, у меня тут пока только синие способности. И все. Давай немного повышибаем. Но не попал ладно. Все. Тут все. Пока этот мост я пускать не буду, давай посмотрим, что тут. По-моему, я был уже в этом доме. Нет, еще не был, походу. Кепочку дали. Бейсбол. И все. Угу. Вон там вот этот шарик есть. Давай попробуем замутить с ним что-нибудь. Это просто короткий путь. Короче, надо топать туда, к горам. Здесь пока не пройти. Сейчас я еще проверю, посмотрюсь. Там наверняка. Что у нас красный тут? А, фонарик тут. Ну и там по кругу мы проходим. Все понятно. Надо искать там, где вот две горы такие вместе. Их разбиваешь, и там какой-то проход должен быть. Я на втором стриме это вот заметил, проход. Так, тут тлен у нас. Тут и тлен. Куда тлен? Вот он проход. Это короткий путь. Но здесь у нас закрыто. Почему? Изучить. Ручей, протекающий под кузницей, несет с собой энергию горного храма. Это мы задание еще не сдали, этот квест, чтобы туда попасть, вот в эту локацию. Но какой-то у меня один из этих заданий есть, какое-то задание. А куда я вообще бегу? Ага. Нет, подожди. Мы еще не изучали. Мы это не проходили, это нам не задавали. Я вот не знаю, в какой половине я деревни нахожусь.
Допустим. Погоди, погоди. Где я вообще нахожусь-то? Я тут был? Да, вроде. А, ну вот, все, я понял. Тут задание. Всякая херня. Короче, я, получается, деревню эту обошел. С самого начала. Так, надо горы искать. Две горы как-то вот они соединяются там вместе. Скорее всего, вот где-то тут проход, по-моему, был. Сейчас мы с первого дома попробуем зайти. Вот где-то с этой стороны. Вот туда надо попасть. Как это сделать? Угу. Я понял. Там, где дед с масками сидит, там еще одна веточка такая, ну, дорога, тропинка была небольшая. Вот тут она. Вроде, подожди. Должна же быть. Вот. Вот тут у нас что? Ну, тут малого я уже собирал. Вот. Сундук взяли. Сейчас надо сверху вот эти камни расхерачить. Посмотреть, что там в них. Потом, я не знаю, наверное, по квесту можно идти. А можно туда углубиться. А можно дать квест, который во второй половине деревни дается. Так, и где я? Ну, допустим. Сейчас осмотримся. Тут какая-то закрытая локация, которая ведет в обход вообще. Ну, поизучаем. -1. Второй. Поточнее вот так вот. Все, больше никого нет. Ай, ну блин. Чего она не допрыгнула? И где я? Хер знает. Угу. Давай-ка еще раз упадем. Посмотрим, что вот тут вот есть. Ну, раз музяка не заканчивается, значит еще где-то есть народ. Это надо как-то очистить. Это возможно очиститься по прохождению всего вот этого, всей этой локации. Такой. Все, кончились взрывные. С одной подачи я вызываю. Прикольно. Стрелы обретают смысл. Не очень. Давай так. С зарядом его. Все. Хлопчики кончились. Вот это у нас что? Это квест. А, надо сначала всех замочить, чтобы я хоть что-то с ним мог сделать. Пойдем наверх. Пока музло лобает, значит кто-то есть еще.
Что ж ты сразу-то нападаешь? А я тоже так могу. Он еще и швыряется всяким говном. Ты смотри какой. Так, главное его не это. Не отключить этого мужика, а то он скажет то, что я с ним не бился. Придется его заново мочить. Качнуть, кстати, наверное, да, можно что-то? Можно же? Сколько эта штука стоит? 300. Бомба с тленом. Угу. Слушай, она их станет вообще. Вот так-то прикольно, но больше кармы. Откройте способность, чтобы создавать 2 бомбы одновременно. Так-то классно. 300. 150. Ну, эта штука, может быть, конечно, не пригодится, но я чаще, по-моему, луком все-таки пользуюсь. Что там, большой член? А, колчан. Ладно, 100 еще, короче, набираем. Сотку наберем, что-нибудь качать будем. Пацаны, давай-ка прокидываем. Потащили, чё вы? Вот сюда. Двигать объект. Давай сначала мы этот дом почистим. Как он пафосно вылетает. Как будто мы сейчас всех разъебем в этом мире. Да, есть еще что? Вот это давай. Вроде все. Пошли в первый дом. До хрена ходов. Вроде ничего не пропустил. 260. Да лучше. Пускай пацаны побалуются, поедят. Тут у нас, ну, кристалловская футбол. Нет, шапочку. Да. Нахрен эти шапочки не срались вообще. Все тут брать больше нечего. Так, еще какое-то задание. Изучить. В старом храме над сердцем деревни водятся привидения, но меня успокаивает его воду. Ладно, если чё, построил. Если чё, построил есть. Макс Лонг. Это маска, а не шапка. Но они все равно, как бы, просто у него на морде, наверное, она будет приклеена. Вместо шапки, то есть, что на голове, что на наебальнике у них будет наклеено. Все равно это, ну, одно и то же, короче. Давай вот это мы дело изучим. С этой башни не видно все. От дальнего горизонта в океане до высочайших деревьев в лесу. Нет, маску мне только вот одну дали. Макс Лонг. Маски ведь ГГ носят. Маску одну дали лисью. Я типа замочил Таро. Больше масок нету. Надеюсь, долечу. Нет, я не долетел. Ну, в принципе, да, там больше делать нечего. Теперь у меня типа маска дракона, вот это, Агида, по-моему, эту бабу зовут. Так, мне не сюда. Здорово, мужик. Скорее всего, тут 3 будут маски по игре. Скорее всего. Так, ну, что вспомнил, то вроде с камнями с этими я сделал. Теперь вот сюда.
Здесь у нас, по-моему, пару домиков тоже я находил. Сейчас посмотрим. Какой-то квест надо сдать. Где-то он тут находится. Рано, но тут, кстати, нету этой хрени с шапочкой. Right there. Палатки с шапочками нету. Тут никак. Вот, кстати. Вот с этой стороны, когда заходишь. Right there. Колесо поехало. Не знаю зачем, но пусть крутится. Вот с этой стороны, когда заходишь, вот тут у нас, по-моему, квест этот и есть. Давай попробуем туда. Может, рабочий. На карте это никак не обозначается. Ну ок, пойдем в начало деревни тогда. В этой пещере же я какой-то дух нашел. То ли дух, то ли что-то такое. Вот где-то с этой стороны. А, вот он как раз, этот и есть квест. Его можно сдать. Доставить. И что мне с этого будет? Угу. Приготовиться к члену битве. Ясно, малышня. Все? Нет, не все. Какое цель? Тихо, 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 тихо. Уходит. Блять. Последняя эта тварь меня и замочила. Там одного выстрела до этой курвы не хватало. Надо еще бомбы юзать, не забывать. Ладно, сейчас малых разваливаем, потом на большого можно, в принципе, бомбы похерачить. Все, кончились? Блядейки. Конец. Ну, боевка, короче, с бомбами как-то вот преобразилась, я бы сказал. Бомбы, стрелы, тут уже бам-бам, ну можно и посохом помочить. Преобразилась боевочка. Поменялась. И чё, мне даже малого за него не дадут? Надо по 3 этим штукам попасть. Да? 3.
Раз. И чё? Лягушки. И чё мне с этими лягушками делать? Вам чё надо-то? Макс Лонг. Вообще странная и неоднозначная игра. Такое впечатление, что на разных этапах над ней работали разные люди. Может быть. Знаешь, мне кажется... То есть... Сейчас, подожди. Короче, мне кажется, то, что над боевкой работала одна группа людей. Над квестовыми предметами другая группа людей. Потому что боевка гораздо тяжелее, чем вся игра. Ну, то есть, как... У тебя неравномерно сложность распределяется. То тебе жопу надирают, через 5 минут тут такая тишь да гладь, знаешь. Просто штиль, короче. Прям вообще. Зачем я по этим лягушкам, блядь, стрелял? Что мне с ними надо делать? Может, бомбой захуярить? Пидорские жабы, я не знаю, короче, нахрена я их спас. Я был в этом доме. Девальфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольф. Так, ну тут, в принципе, все, больше взять-то нечего. Прям этот мост обязательно опустим. Ну давай вот в этот домик зайдем. Которым взять нечего. Вот этот. Один сундук на всем, с бесполезными кристаллами. И все. Больше тут делать нехер. Странный квест вообще. Ну, в принципе, я тут народу немного погасил, просто чтобы ничего не получить, по сути. Немного бесполезных кристаллов. Проход открыть. Короткий путь. Ну, хрен знает. Ну, допустим. Пойдем наверх берег. Если нет, то мне в пещеру. Это никак не открыть, потому что там закрыто какой-то херней. Тут у нас взрывать в принципе нечего. Пойдем вниз. Тут это двинутое задание, которое, кстати, можно попробовать еще разок пройти. Вот, используя вот эту бомбу на вот этом мудаке. Ага. С ним ты бомбу не используешь. Я понял. Где он, блядь? Не, лютое говно. Этот пидор всяких уродов спамит. Нет, какая-то херня. Пускай сами, блядь, этим сундуком занимаются. Я не буду больше юзать это задание. Потом, может быть, как-нибудь там ближе к концу. Просто, скорее всего, сейчас за это максимум шапочку дадут какую-нибудь ебанутую. Бесполезняк, короче. Сколько время-то потратить? О, я в этот, в бочку упал. Макс Лонг. Рано их еще бить, но тлен его норм разбирает. Тут видишь, как некоторые испытания тебе непонятно в какой момент тебе надо именно на это испытание подходить, ну как бы пытаться его пройти. То есть достаточно у тебя мощи, чтобы его пройти, или ты еще торопишься и как бы париться не стоит.
Не ясно, в какой момент, что тебе надо пытаться, ну, где надо жопу напрягать, чтобы то или иное испытание пройти. Это я еще не изучал. Утесы возле пещер в сердце деревни иссечены волнами древнего моря. Ну, понятно, что ничего не понятно. Ну все, по идее. Потопали, короче, в храм к этому. Что там? И вроде 2 кристалла силы, чтобы открыть дверь. Так я же активировал это. Ладно. Сейчас посмотрим. Ну, по сюжету, по идее, типа, были 2 бабы. И одна из них, короче говоря, на темную сторону перешла. Скорее всего. А вторая, типа, осталась. Вот она мне управление шарами дала. Давай-ка мы с ней потречим. Чего же ты ждешь? Теперь дверь должна работать как следует. Понятно. Тебе надо, ты должна работать как следует. Это что, Адира? Что ты наделала? Угу. А я уже приготовился с боссом мочиться, кстати сказать. Ебать, тут это... Все горит, все плохо. Мы в аду? Это такой типа персональный ад, это Silent Hill может быть. Да. Мне чисто просто по прямой, никуда не сворачивая, потому что все остальное работать не будет. Мне, скорее всего, вот туда. Красота-то какая, лепота. Давай, подходи по одному. Пол какой-то падла, меня долбало. На тебе. Хер тебе врыло, сраный урод. Все. Кстати, еще там 5 собрать и хватит на этот, как его, на апгрейд какой-то. Вот. Арик выпал из чувачка. Арик. Ну, вот, в принципе, сейчас уже какое-то определенное время не было ни хрена никакой сложной темы. Сейчас они, по идее, должны или мобов навалить пачку, такую, что будешь перепроходить 508 раз, либо они сейчас должны дать босса жоподерного какого-нибудь, чтобы прям как следует. Понятия не имею, куда я иду. Ну тут типа а-ля открытый мир. Да? Я, наверное, должен был вот так вот, да, пропрыгать. Угу. Типа туда никак, я здесь перепрыгиваю и вот сюда куда-то топаю. Скорее всего. Здесь никак. И сюда. У меня вот в эту пещеру в мега дерево, короче. Угу. Да, вот еще одна маска. И сейчас, скорее всего... ну опять же, такая же херня, типа собери 3 реликвии и потом будем дальше разговаривать. Будет босс финальный, скорее всего. На Кену, кстати, похоже, только на взрослую. Но это Адира с молотком, как у Тора.
Это типа мать ее, что ли? Или че? Че за флешбеки? Но они похожи. Хотя тут, в принципе, более-менее одинаково ёбла рисуется. Не знаю. Любовь Адиры. Поищите реликвию Адиры в полях. Я понял. Я ощущаю ее присутствие повсюду. Эти поля иссечены шрамами, воспоминаниями о разрушениях. Что тут произошло? Нам нужно найти 3 реликвии, чтобы помочь Адире. Вон там, под травой, что-то закопано. Можно начать поиски там. Под слоем этой порчи нетронутыми остались лишь обломки наших трудов. Мне тяжело видеть эти изуродованные поля. Воистину благодарна тебе за помощь. Ага. Построил опять же, да. И вот тут у нас, типа, здесь вот реликвии надо сдавать, 3 штуки. Стой. Там малых нету? Не, нету. Ну то же самое, как и с Таро было. 3 реликвии сдашь, будешь биться с финальным боссом. Ну как? Не знаю, насколько он финальный. Сколько масок вообще в игре задумано. По идее, она должна быть не очень длинная. Насколько я понял, то что Таро это был середина игры. Так. Так эту шнягу открыть. Вот так? Нет, не так. А ну давай с ней потрещим. Может, что скажет, интересно. Здесь находится реликвия. Похоже, эти камни часть более крупного сооружения. Это наш вол. Он помогал нам придавать очертания этим землям. Нам нужно ему помочь. Я не знаю, как он еще после всего этого работает, но мы не можем просто оставить его здесь. Постарайся очистить от скверны другие участки на полях. Мне кажется, они связаны между собой. Да. 3 маленьких квеста будем проходить. Бля, ну слушай. Я надеюсь, что я вот тут ничего не пропустил. Но видно то, что храм цветов, почта духов и так далее. Вот 1 из 3. 3 из 6. Тлен. Какие-то места ты прошел, какие-то нет. Так, давай на первый квест. Давай вот сюда пойдем. На первый синий шарик. Здравствуй, синий шарик. Это у нас 3-й босс, по-моему, да, который был? Стой, его застанить надо. Я вспомнил. Тихо. Кто меня долбанул? Вот это парня. А, ну да. Нечем мне по нему стрелять, чтобы станет. А где он? А, вот его, блядь. Где этот мудила? Пацаны, пас. Ну, такое себе я у него сшибаю, я скажу. Уже здоровеет. Давай-ка мы кильнемся, пока меня не размотали. Вот так вот и... Опа, бомбочку сюда. Не, надо 2-ю бомбу юзать, по-любому. Где этот педик?
Блядь. Ты где, разбийник? Валим. Тихо. Где он? Ага. Блять. Короче, пока ты целишься на него, тебя ебают другие. Пошел на. Они не дают к нему подойти. Гандон. Почему я тут оказался? Так, это поле у нас где-то вот тут. Да? Да, вот здесь мы с ним мудохались. Ну, времени, в принципе, хоть сколько-то есть, чтобы в него попасть. Стрелять там. Давай-ка мы никого, наверное, убивать пока не будем рядом с ним. Ну, в смысле, вот пускай эти два моба бегают, а то игра решит то, что я справляюсь. И даст мне побольше мобов. Это вот мне не нравится, конечно. Ну, успел. Он появляется быстрее. Воу, че за война-то? Блять. Ах ты сраный педик. Блять. Просто почти все поле покрывает говном своим, взрывающимся. И ты ударяешься, бывает, в моба, который тоже, возможно, замахивается, чтобы тебе тоже дать пизды. То есть, ну вот, опять же, ненормированная вот эта сложность пизданутая. Сначала типа тишина, а потом начинается жоподерка. Не попал. Когда он откуда-то собирается вылезать, красное вот это говно появляется. Тленное. Опа, пацанов, да, к нему? К нему пацанов. Ай-яй-яй. Где? Какой? С какой стороны появится? О, давай-ка мы, да, заюзаем, наверное, киллы. Где? Почему этот говнюк не вылазит? Вот он. Пидорас. Опять можно в говно улететься. И он на секунду просто вылезает, чтобы стрелу мою получить.
Ну что, сейчас мы его доебеним потихонечку. Тихо, тихо, тихо. На секунду останавливаешься, 3 подачи сразу в тебя летит. Все, я понял. Начал швыряться своим говном. Пусть успокоится. Ау, это было больно. Блядь, отцеленную мы стрелу ему в очко. Пиздец, мне один удар. Где это говно? 6 молов за мной. Это все для меня. Ай. Ему остался последний выстрел. Вот реально последний. Жесть. Ну, даже ему в жопу, на ход ноги попал. Хуй вы меня поймаете. Ай-ай. Половину я ему снес. Так, этот пидорас тикует. Задержался на секунду. Тихо. В Сталину она не бегает. Где этот пидорок? Не вылезай, сука. Смелее. На мобов вообще нет смысла во внимание обращать. Потому что они будут респауниться. Ах ты, сука, ебаная. Прям прицельно, как он на меня летел. Давай так. Так, давай по кругу бегаем. В принципе, тут постоянно ты бегаешь по кругу. Макс, хиляйся. Все, я киллу только что использовал. Игра утекует. Блять, какая-то сука меня догнала. Причем я ни одного из них не ударил. Но у них здоровье закончилось. Ну, частично как-то поюзалось. Ёбаные уроды. Но один из них хотя бы нет-нет, да пизданет. Они вот прям прицельно иногда. Вот кто-то из них вот так вот выпад делает, блядь, и обязательно попадает в меня.
Вот пиздец, мне опять один удар. Но эту тайку-лейку я, наверное, не размотаю. Не вижу смысла с ними биться. Они будут заново появляться, как бы. Макс, тактика не очень. Ну, думаешь, что-то иначе можно сделать? Может быть, у меня на самом деле глаз замылился, я что-то не вижу. Что-то очевидного. И пиздец. Макс Ланг. Станить ведьму надо. Надо, так ее надо в нее же попасть. Так-то я попадаю. Ладно. Макс Ланг. Ты тлен не узаешь. По-моему, стан и тленная стрела, по-моему, одинаковые кнопки. Применить тлен. Кстати, у нас же бомбу никто не отменял. На нас. Ну, бомбу. Блядь. Она не прилепилась. Вот, применить тлен. Тонны урона мне влили, когда я к ней подбежал. Ну, в принципе, я тоже ей по жопе надавал. Я прям слышу, как меня пиздят и пиздят просто. Где говно это? Минус моб, конечно. Тихо, 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 блять, он как раз цикует. Ну-ка, на мужика. Ха-ха, у меня один удар остался. Рискуем, что делать? Надо ее вот в этот тлен поймать. Сейчас какой-нибудь пидор решит на меня прыгнуть, мне пиздец. Ну что это говно когда-нибудь вылетит? По идее он рвануть сейчас должен. А этого вообще заглючило одного. Блять, кто меня долбанул, я даже не заметил. Надо было, наверное, на мужика на нее не выходить. А, блядь. Жесть, короче говоря. Макс Ланг. Ты тлен снова не завязал в конце. Там крапель осталось. Да, недолго. Он не дает нахуй, не дает прицелиться. Ёбаные мобы, блядь. Все, валим, хилимся. Ну, применяйте тлен этот ебучий.
стрел нету. Нету, блядь, стрел, я еще куда-то застрял там. Попадаю в какую-то пилду вечно. Так, нету стрел. Сука. Я завалил ее? Походу завалил. Ну, реально один удар. Ёпта, не останавливаться нахуй. И всегда этих гондонов надо держать в поле зрения. И стрелы закончились, сука. Все. Наконец-то. Мать его, так. Это было непросто. Макс Лонг. ГГ. Да. Причем вот второй раз, когда я вот именно увидел то, что она упала типа замертво, я вообще не понял, как она подохла. И когда я успел столько урона ей влить, у нее там где-то больше четверти полоски оставалось. Хуй знает, может быть я там как-то что-то, блин, ну бомбу какую-нибудь скинул, я не знаю. Так, давай, тлен. Вот здесь, потом что, где-то рядышком еще. Здесь какое-то говно. Здесь что-то. Поляна сразу ничего не могла очиститься, надо обязательно вот мне это все пол зачистить. Ну ок. Все. Что еще надо почистить? Вон там еще какая-то херня. И вот здесь как-то. То ли взорвать надо, то ли что-то еще. На входе, да, по-моему, тут еще вот тлен этот. Нет. Вот тут он. Еще нужен тлен. Еще не все очищено. Да ёпта, нахуй ты разбился-то? По-моему, что-то еще было. А что они, блядь, ломаются, я не знаю. Ну, тут еще немного тлена. Время тянут. Все. Эту хуйню летаешь, занимаешься. Это все могло бы почиститься самостоятельно.
А вон там. Нет, не то. Там основной получается цветок. Или же нет? Что-то не пойму. Было же 3 шарика синих. Ему сейчас 1. И желтый. Ну да, было 3 шара. Я пошел на первый. Ладно, сейчас посмотрим. Как-то надо тлен вот сюда перетащить. Угу, понятно. Давай, заиграем. Вот, и опять сейчас минут на 30, короче, по идее, игрового времени. Должна быть спокуха. Угу. Надо камни поднимать. Чтобы что? Ага. Короче, камень поднимаем и отправляем туда этот тлен. Вот так вот. Раз. 2. И что это дает? И там еще камни. Еще надо тлен заюзать. О, тут еще прыжки. Типа одни камни меня поднимут над другими. И там будет типа перемещение. Давай попробуем. Прыгаем на вот этот камень. Давай, цепляйся. Вот. И вот сюда. Ну камни. Вот, это только первый камень. То есть первый синий кружок. Тут вот эта пижня опять фиолетовая. Я ее видел в пещере, кстати сказать. Меня назад-то... Никто не хочет спустить отсюда. Я же сдохну по-любому, если упаду. Какие-то звуки подозрительные, как будто вот что-то... Я заюзал, что-то сработало, но до меня типа не долетело. Ну, допустим. Нет, смотри-ка, я выжил. Вот, теперь все синие камни опять появились. Ладно, давай посмотрим, что там за это. Что у нас со вторым. Глядишь, может быть, получится у меня за 10 минут это пройти. Надо стрим потом будет завершать. Мне надо на работу собираться. Вот куда-то туда надо топать. По 3 вот этих задания проходишь, у тебя открывается одна из реликвий. Говори. Корни из башни чересчур разрослись. Они разрушили основание здания, которое здесь когда-то стояло. Я думаю, ты сумеешь добраться до основания башни под этими обломками. Это типа испытание, опять же, на скорость, да, скорее всего. Так. А как отсюда? Как попасть? Может быть, в этом камне что-то есть? Надо как-то вот отсюда, по-моему, прыгать.
Ну давай. Давай вот там он как-нибудь поднимемся, посмотрим, что можно сделать. Ну и что, ты тут ничего не сделаешь? С этой стороны вообще не забраться. Нет, это надо прямо с какого-то из этих камней кидать вот сюда. Ага, все ясно. Эй-эй-эй. Понятно. Ясно, понятно. Вот отсюда. Как-то надо вот сюда допрыгивать. Потом швырять, там вот эти камни разбивать, чтобы что-то произошло. Давай еще попробуем. Достал. Да ёб твою мать, ну это надо с одного раза делать. Кстати, а это немножко поворачивается. Давай-ка крутанем. Вот так его. Вот. И тогда ты уже нормально приземляешься. Угу. Молодец. Ага, и все заново. Ну хоть малого дали. 40-й, еще 15. 25 точнее еще. Ой, я долбанул. Блять, меня камни завалили. Надеюсь, мне малого этого засчитали. Да, 40-й. Этого малого мне засчитали. Надо вот туда попасть теперь. Наверное. Крутанем вот эту штуку. Допустим. Добежал я сюда, дальше. Вон там какой-то еще вход. Но может быть я оттуда приду. Здорово, тетя. Подожди. Вот эту штуку возьмем. Ну и что ты загадочно смотришь вдаль? На земле глубокие рытвины, и все они сходятся в одной точке. В этой точке. Наверное, Адира разрушила множество строений, чтобы создать эту башню. Может быть. Без понятия. Какие у нее грандиозные были планы. Давай сюда. Ну тут загадочки, опять головоломки. Давай мы на этом делом сохраним игру. Сохранение прошло? Да, прошло. Будем стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.